Всем привет, дорогие друзья! Знаю, что вы все соскучились по карточным флоришам, поэтому сегодня для вас я подготовил сразу 3 обучения на довольно эффектные и зрелищные карточные флориши. Надеюсь, вам понравится. Итак, первому трюку мы с вами обучимся вот такому перевороту с картой. То есть он достаточно легкий, но в то же время и эффектный. Так вот, чтобы его сделать, вам первое нужно правой рукой взять колоду в такой хват. Мизинец безымянный средний на левой грани, указательный сверху, а большой на правой вот так грани. Получается, вы взяли не в такое положение, когда оно у вас лежит, а именно, когда она у вас сверху. Вы взяли, указательный палец, кстати, не сверху уже потом, просто вот у вас он снизу потом должен быть. Вы взяли в такое положение колоду, и левой рукой вам нужно просто взять в такое положение. Безымянный средний, большой, и схватили. Вам нужно это взять, схватить одновременно, двумя руками, обхватить вот так колоду. И далее вы просто берете и указательным пальцем выдвигаете вот так карту. А большой палец вот так убираете. То есть, как вы начинаете выдвигать, убираете большой палец. Вот у вас все такое положение. Выдвинули, и потом вам нужно задвинуть. Но задвинуть не просто вот так, а именно потом подложить вот сюда большой палец, приблизительно, чуть дальше от угла. Как вы положили большой палец, вы сразу указательным пальцем должны вот так провести ее вниз. И получается, она из горизонтального положения у вас приходит в такое вертикальное и подравнивается вместе с колодой. Получается, вы сделали, и потом вот эти все остальные пальцы убирайте, потому что если вы их не уберете, то просто вы не сможете задвинуть, они вам будут мешать. Так вот, сдвинули и обратно задвинули. И большой палец, он у вас тут, чтобы карта, она у вас вот так не съехала. Придерживайте. И получается, отработайте это так медленно, чтобы у вас это получалось уверенно, чтобы, а потом вы уже будете это делать быстрее и быстрее. Как вы почувствуете, что у вас это более-менее уже хорошо получается, медленно, то потом вы должны уже темп, скорость увеличивать. Сначала чуть-чуть побыстрее, быстрее, и потом уже будете быстро делать. И вы сделали один раз, и потом вы можете продолжить сделать второй раз. То есть сделали первый и сразу начинаете второй. И так вы можете это как бы делать много раз. Вот. И у вас получается этот прокрут карты. Следующий трюк, это уже у нас второй трюк. Это переворот верхней карты. Но не просто двумя руками, как мы привыкли делать, а именно переворот одной рукой. Как его сделать? Вам нужно первое взять колоду в такой хват. Правой рукой мизинец безымянный средний на левой грани, указательный на верхней, а большой на правой. То есть вот такое обыкновенное положение. Далее вам нужно взять и сдвинуть верхнюю карту. Сдвинуть вам ее нужно влево. Сдвиньте ее как бы не слишком сильно и не слишком слабо. То есть она приблизительно была, чтобы на таком расстоянии. Вы сдвинули. Далее вам нужно сдвинуть и безымянным тут пальцем ее придерживать. Так, чтобы она у вас внизу касалась безымянного пальца. И немного она у вас была приподнята чуть-чуть. Получается, вы взяли, подвинули. И далее вам нужно просто большим пальцем взять и сделать такое движение. То есть вот
обыкновенное такое движение, вам нужно вверх карту вот так выстрелить будто бы. Как это сделать? Вы, получается, берете большим пальцем, надавливаете на вот этот угол верхний правый и просто как бы чуть-чуть, капельку, совсем малую часть сдвигаете карту и потом просто надавливаете. И тем самым, получается, карта, она у вас вот так выскакивает. И это вам нужно применить, когда вы сдвинули карту, и вам нужно это сделать. Теперь тут самый главный момент – это прочувствовать, насколько вы должны это сильно делать. То есть поначалу вы можете делать это слабо, и она у вас не будет переворачиваться. Либо будете делать слишком сильно, она вообще будет улетать. Поэтому вот найдите этот идеальный, что ли, баланс. И потом, как вы будете это тренировать, у вас должно получаться так, что вы делаете это движение, и карта, она, получается, переворачивается за счет этого. Вы можете сделать это вот так слабо, она перевернется один раз. Вы можете сделать это вот сильно, она перевернется 2 раза. То есть вы сделали, перевернули вот так, и потом сразу пальцы немножко расслабляете, не держите их тут. И получается, вы перевернули и переворачиваете 2 раз сразу. Сдвигаете и то же самое. И получается вот у вас такой эффектный переворот. Следующий, 3-й трюк, он самый, пожалуй, из всех сложный. Сложнее всех, потому что тут уже нужно будет подбрасывать карту на ладони. Как это сделать? Вам нужно взять изначально карту в такое положение, будто вы делаете вот этот обычный бросок backdrop. Если что, если вы не умеете, то подсказка на обучение будет где-то вот тут. Так вот, вы взяли, вкратце я вам расскажу, как взять карту. Вы просто делаете это интуитивно, большим пальцем сдвигаете, мизинцем, указательным вот тут просто в верхних углах держите. И далее вам нужно просто остальными вот этими безымянным и средним пальцем просто их выпрямить. И получается, вы выпрямляете и тем самым переворачиваете руку. И получается, карта, она у вас приходит в такое положение, она у вас на руке. Как вы взяли ее в такое положение? Вам нужно просто ее зажать мизинцем и большим. Как вы зажали? Вам нужно просто сначала потренировать этот бросок в колоду. Вы просто отпускаете с мизинца карту и сжимаете ее так, получается, она у вас вылетает. Вот. И вам нужно сделать все то же самое, только уже не в колоду, а именно так, чтобы она у вас прокрутилась на руке и вернулась в обратное положение. Вам нужно сделать тот же самый бросок. Давайте я колоду отложу. Сделайте бросок, только вам нужно уже немножечко повернуть вот так руку, наклон сделать влево и сделать так, чтобы она не вправо улетала, а именно наверх. То есть вы делаете, отпускаете с мизинца тоже немного. И получаете, вы делаете это давление, и она у вас просто перекручивается сверху. Вот. Как ее словить? Вы сделали. Найдите этот идеальный баланс. То же самое. Вам нужно просто сделать так, чтобы она перевернулась 2 раза. Поначалу она может у вас улетать вообще куда-то. Но вам нужно прийти к такому, чтобы она просто хорошо уже переворачивалась на ладони. То есть вот. В конце, как она уже крутится и уже начинает подлетать вниз, вам нужно просто словить ее на 3 пальца, либо на 4: мизинец, безымянный, средний и указательный. Получается, вы кинули, и она у вас падает вот сюда. И потом вы опять же зажимаете мизинцем и большим, и опять продолжаете этот бросок. Поначалу вы будете ловить это вот так, то есть бегать по всей комнате, то есть
вы не сможете поймать это на одном месте. Но со временем вы должны это уже привыкать к этому, чтобы так, что просто ее вот подкинуть, чтобы она уже сама автоматически приземлилась, чтобы вы уже не отклоняли куда-то руку. Так вот, вы сделали и поймали. Опять все то же самое повторяйте. Вы можете это повторить приблизительно 2-3 раза. Как вы повторили, допустим, сделайте раз и два. Потом вам нужно сделать бросок в колоду. Получается, вы сделали и то же самое бросок делаете в колоду. Либо упрощенный вариант, вы просто ее вот так скидываете. Если вам понравилось это видео, то кликайте на лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на эту красную кнопку, чтобы она становилась серой, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. Всем удачи, всем пока!